Ребята, всем привет! И в этой серии я буду возвращаться к своему любимому 72 масштабу. А нравится он мне потому, что модель легко помещается на ладошке, и ее можно посмотреть со всех сторон. И также эта серия посвящена сборке и окраске этого маленького леопардика. Это модель от фирмы ОКБ Григоров, и сделана она из смолы. И плюс я немножко ее доработала. Кстати, этот танк никогда не был сделан в металле, а только в виде чертежей и существовал. И о нем мало кто знал. И благодаря игре «Мир танков» этот танк стал очень популярен в массовой культуре. И ведь он там является самым популярным светлячком. Так что из всей коллекции моих моделей от ОКБ Григоров я решила собрать его первым. Итак, давайте смотреть, как я его собирала и красила. Ребята, а среди нас есть любители 72 масштаба? Если есть, то ставьте лайки и напишите об этом в комментариях. Мне очень важно знать, сколько любителей слепого масштаба меня смотрят. А еще вопросик, а вы любите редкие и необычные модели? Если да, то жду от вас лайк. А модель леопарда от ОКБ Григоров – это действительно редкая и необычная модель. Мне кажется, это видео, пожалуй, единственное на YouTube, где происходит работа с моделью от этой фирмы. Сборка этой модели у меня получилась спонтанной, и сейчас я расскажу небольшую историю. Я болела ковидом, и меня мучила дикая слабость, и мне хотелось небольшого разнообразия в постройках. И как раз у меня в запасах лежал этот набор леопардика. И скажу вам о качестве этого набора так. Она точно не для людей, измученных ковидом, особенно ходовая часть. Она у меня откровенно не задалась. Криво легли катки, очень сложная гусеница. Не знаю, кого винить, болезнь, не очень прямые руки или набор от моих болгарских друзей. Но скажу, что эта модель не для новичков, это точно. А теперь давайте приступим к окраске. Решила я покрыть эту модель правильной для немцев темно-красной грунтовкой. И начала красить, и она, грунтовка, закончилась. И мне пришлось догрунтовывать не очень контрастной серой грунтовкой от Pacific. А теперь я предварительно нарисую тени. Надо же как-то скрыть то безобразие, что я натворила с ходовой частью на этом танке. Так что хорошие тени – это одна из главных деталей мейкапа. И я рисую эти тени черной краской от Pacific на очень небольшом давлении, примерно 1,2-1,5 атмосферы. Кстати, фирма ОКБ Григоров – это небольшой производитель масштабных моделей из Болгарии. Они делают модели, как правило, из смолы, и основной упор они делают на моделях редкой и экспериментальной бронетехники в 72 масштабе, а также на моделях субмарин в 350 масштабе. Их модели из смолы, и они не подойдут начинающему моделисту. А вот мастеру с опытом эти модели зайдут как нельзя кстати, и лайк, если ты суперэксперт в моделизме. А вот тут я наношу основной цвет – серый. И по идее этот танк должен нести позднюю оливково-желтую окраску. Но мне почему-то в памяти запомнился экземпляр именно серого цвета. Я когда-то играла в игру «Танки», и вот там леопард был именно серым. А что, это же бумажный танк, и он существовал только на чертежах. Так что я могу позволить себе немножко фантазии. В качестве базы я буду использовать краску от Армы серого цвета, ту, которую я использовала для окраски броневика в одном из моих недавних видео. Чуть более светлым оттенком серого высветляю некоторые поверхности танка. И теперь в ход вступает шейдер. Это жидкая акриловая краска, и при ее помощи я сделаю тени еще более контрастными. А если вы захотите собрать модель кошечки вермахта, то выбор у вас невелик. В 35 масштабе есть две модели от китайских фирм, от Hobby Boss и от Amusing Hobby. Это довольно свежие наборы, и сделаны они из пластика, так что сборка не должна у вас вызвать сложности. А вот в 72 масштабе выбора почти нет. Кроме смоляной модели от ОКБ Григоров есть древние модели от 5M Hobby и от Model Trans Model Bau. Гусеницы, кстати, у них выглядят немножко лучше. А геометрия корпуса у всех трех леопардов в 72 масштабе абсолютно разная. Так что размеры корпуса отданы на откуп разработчику модели. И ведь оно и понятно, ведь живого леопарда обмерить просто негде.
А купить необходимые для моделиста инструменты можно в интернет-магазине «Модельная лавка», а по этому промокоду при первом заказе у вас будет скидка. Также действует скидка на 10% по промокоду Даша. Единственный в своем роде танк, предназначенный для ведения разведки боем, и он был создан по заказу бронетанковых сил немецкой армии. В 1941 году была выдана спецификация на разведывательный танк, оснащенный улучшенным бронированием и более мощным вооружением, чем у Panzer-2F. По сути, предполагалось разработать улучшенный вариант танка ВК-1601, позаимствовав от него элементы ходовой части. От разработчиков требовалось построить быстроходный танк легкого типа, способный вести разведку в тяжелых боевых условиях. Вот такой у меня получился промежуточный вариант. Косяк с гусеницей все еще виден, и надо это как-то исправить. Ох, а теперь самая моя не очень любимая часть работы. Я крашу бандажи катков и гусеницы. Хотя их ходовая часть у меня откровенно не вышла, но покрасить ее мне придется. Проект получил обозначение ВК-1602. Ожидая скорого ввода в строй новых танков, Вермахт уже в 1941 году запланировал их серийное производство. Согласно немецким планам, к декабрю 1943 года предстояло построить 105 машин, а в 1944 году еще 150. По другим данным, общее число заказанных разведывательных танков оценивается в 339 экземпляров. Окончательный вариант технического задания был выдан в марте 1942 года фирмам МИАК и Daimler-Benz. Теперь пришло время скрыть мой косяк. Вначале у меня была мысль поместить эту модель на виньетку, где танк бы застрял в глубокой грязи. Но потом я вспомнила, что немцы во второй половине войны очень любили размещать на бортах машины противоаккумулятивные экраны. И в самом конце войны они использовали сетчатые экраны. И я их и буду размещать на бортах машины. А в качестве кронштейнов я буду использовать скрепки для степлера. А в качестве экранов я возьму сеточку от моторного отделения модели КамАЗа Тайфун. У меня же их много. Всего предполагалось два варианта разведывательного танка. Легкая массой порядка 18 тонн и тяжелая массой 26 тонн. Предполагалось, что работы будут завершены к октябрю, но война внесла свои коррективы. Поступающие с Восточного фронта донесения не оставляли сомнений, что основным советским танком в боях 1942-43 годах будет средний Т-34. Установленная на нем 76-мм пушка F-34 свободно поражала немецкие средние танки с любой дистанции, так что разработку легкой версии летом 1942 года прекратили, сосредоточив усилия в основном на тяжелой. Несомненное влияние на создание формы корпуса оказали как испытания трофейных Т-34, так и работы по танкам серии ВК-3002, будущим «Пантерам». Корпус опытного образца ВК-1602 имел полностью сварную конструкцию и собирался из листов катанной броневой стали. Лобовые бронелисты устанавливались по значительными углами наклона, верхний 50 градусов и имели толщину 50 мм. Борта и корма корпуса изготавливались из 30-мм брони, крыша и днище из 20-мм. Компоновка корпуса была классической для немецких танков того периода. Поскольку «Леопард» издалека все-таки немножко, но похож на Т-34, то я думаю, что опознавательные кресты на башне лишними точно не будут. Но в наборе от ОКБ Григоров не было таких декалей, что немножко обидно. И я взяла кресты из своих запасов. После приклеивания крестов я их припариваю жидкостью от Major Models. Как обычно, я наношу смывку. Смывку я использую готовую от фирмы Pacific. Смывка – это такая жидкая масляная краска, и она затекает в углубление модели. Тем самым она подчеркивает рельеф. А регулировать количество черной краски я буду художественным white спиритом от Major Models.
В передней части размещалась трансмиссия, за которой находились органы управления и приборы. Место механика-водителя было у левого борта, а справа разместили радиостанцию и место для радиста. Среднюю часть корпуса занимало боевое отделение, где находились места для командира и заряжающего, а также боекомплект. На танке была запланирована установка радиостанции типа ФУК-5 или ФУК-8 и 30-ваттный передатчик ФУК-8. В задней части устанавливался бензиновый 12-цилиндровый двигатель Майбах мощностью 550 лошадиных сил, вентилятор, масляный и топливный баки. Двигатель оснащался двойным карбюратором Solex, стартером и генератором Bosch. При расчетной массе 26 тонн удельная мощность равнялась 21 лошадиной силы на тонну веса. Трансмиссия включала сцепление при помощи гидромуфты, ручную коробку переключения передач типа Майбах, главный фрикцион и бортовые передачи. Разработанная фирмой Daimler-Benz двухместная башня, обладавшая бронированием толщиной от 20 до 50 мм и маской орудия типа кабанья голова, была признана очень удачной. В ней устанавливалась 50-мм пушка с длиной ствола в 60 калибров и один пулемет. Я совсем забыла про мелочевку. Мне надо окрасить пулемет и выхлопные трубы. Макет танка ВК-1602 был готов в июне 1942 года. К тому времени ему было присвоено официальное название «Леопард». И утверждается, что имя новому танку дал доктор Порше, который руководил тогда работой танковой комиссии. В любом случае, ВК-1602 стал первой боевой машиной, которой было присвоено звериное название. Хочу разнообразить серый цвет сколами. Я их буду рисовать при помощи спонжа. Это кусочек губки для мытья посуды. Я обмакиваю его в бурую краску. Это темно-бурый акрил от Pacific. И после промакивания губки об салфетку хаотично наношу сколы. Постройку первого прототипа уже завершили к 1 сентября. Однако фирма Daimler не успела к этому сроку поставить свою башню. Поэтому в начале испытательного цикла ВК-1602 оснащался башней от танка Panzer-2G без вооружения. Испытания ВК-1602, проводившиеся в течение первой половины 1942 года, показали его превосходство над основным разведывательным танком «Люхс». При одинаковых геометрических размерах новая машина обладала лучшей защищенностью, не говоря уже о вооружении. Ходовые характеристики также вполне соответствовали предъявленным требованиям. Можно сказать, что немецким конструкторам удалось создать уменьшенную копию «Пантеры», и все же серийное производство ВК-1602, намеченное на апрель 1943 года, так и не состоялось. Ну и заключительный этап – это масляные точки. При помощи этого приема я как бы имитирую следы воздействия погоды и природы на танк. Растушевываю масляные точки художественным white спиритом. Причин для закрытия проекта было несколько. Как это ни странно, Вермахт посчитал боевую массу в 21,5 тонны слишком большой для танка такого типа. Конечно, если сравнивать ВК-1602 с Люхс, этот показатель будет не в его пользу, но не надо забывать, что толщина брони у нового танка была почти вдвое больше. Прибавьте еще к этому более тяжелую пушку с боекомплектом. Вторым более веским поводом для закрытия проекта ВК-1602 послужило мнение, что при имеющемся соотношении броня-вооружение этот танк будет малоэффективен в бою против Т-34 или аналогичного ему танку. Летом 1942 года фирма Daimler-Benz пыталась продлить жизнь этого проекта, предложив модель ВК-2801 с усиленным бронированием и новым двигателем. Но Вермахт уже заметно охладел к идее бронированного быстрого разведывательного танка. Вот такой у меня получился Леопард. Этой моделью я точно не буду гордиться. И дело тут вовсе не в модели, а именно в моих руках. Хоть модель, на мой взгляд, окрашена неплохо, по крайней мере, для меня. Но вот сборка портит общий вид.
С другой стороны, я никогда еще в жизни не работала со смоляными траками, и у меня не было просто опыта работы с ними. Но с другой стороны, это был и урок для меня на будущее. У меня, кстати, в запасах есть еще 2 модели от АКБ Григоров, и надеюсь, полученный опыт на леопардике мне пригодится при постройке этих моделей. А какие я еще буду делать модели от АКБ Григоров, вы увидите в последующих выпусках, а техника будет очень уникальная и ни на что не похожая. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. До новых встреч, пока-пока!